Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем рассматривать разницу в английском между easy, intermediate и advanced уровнями, легкий, средний и продвинутый уровень. Будет очень интересно в сравнении смотреть, как предложения будут звучать в easy, intermediate и advanced. Итак, давайте начнем нашу историю про Джорджа. He is George. Если просто говорить это как easy, he is George. Он Джордж. Дальше у нас идет intermediate, как можно это сказать, чуть по более среднему английскому. Introducing George. Представляем Джорджа. Introducing George. Да, представляя, если дословно перевести. А как же будет это в advanced? Meet George. Это самый короткий и native вариант английского. Просто meet George. Встречайте Джорджа. Итак, мы будем смотреть нашу историю в этом порядке. Сначала easy, потом intermediate, потом advanced английский. Дальше у нас идет George is a driver. George is a driver. George – водитель. Is a driver. Как это сказать в среднем английском? George works as a driver. George works as a driver. George работает как водитель. В английском вот именно говорят так. Works as a driver. А далее у нас advanced вариант. George drives for a living. George drives for a living. George ведет машину for a living. И этим зарабатывает на жизнь. Вот это уже advanced английский. George drives for a living. Дальше у нас. He works 5 days every week. Если просто сказать, он работает 5 дней в неделю. He works 5 days every week. Чуть посложнее. He has a full-time job. He has a full-time job. Он имеет full-time job. Нормальную работу, полную, не подработку, а нормальную работу. Full-time job. И как это сказать более сложно в английском? He is on the road full-time. Он на дороге full time, полное время. В смысле, он этим работает, зарабатывает на жизнь. He is on the road full time. Дальше. He transports different things from one city to another. Если просто сказать, he transports, он переводит. He transports different things, разные different things, from one city из одного города to another, в другой. He transports different things from one city to another. Как это сказать более intermediate? He drives stuff. Уже вместо things вещи. Говорим stuff. Тоже означает вещи, более по-американски. He drives stuff from city to city. Тут видим, уже мы не говорим from one city to another, потому что так длинно. From city to city. Из города в город. He drives stuff from city to city. Теперь, как это сказать в более сложном английском? He takes loads to cities. Более коротко. He takes. Он отводит. Take еще означает везти что-то куда-то. He takes loads. Loads это груз. Вот именно в этих грузовых машинах. Load. Это и есть груз. He takes loads to cities. В города. Вот не надо из города в город и все такое. He takes loads to cities. Итак, ставим лайки под этот интересный формат для нашего канала специально. Ну и, конечно же, подписываемся, потому что будет больше таких видео, особенно если вы в комментариях напишите, что вам нравится именно вот такой формат. А мы двигаемся дальше. У нас простое будет George likes his job very much. George любит свою работу очень сильно. George likes his job very much. Итак, более intermediate вариант у нас будет George is passionate about his job. George is passionate about his job. George имеет очень большую страсть к своей работе. George is passionate. Be passionate означает питать страсть к чему-то. About his job.
А более сложно это будет звучать George is really into his job. George is really into his job. Be into означает быть увлеченным. George реально увлечен своей работой. George is really into his job. Дальше у нас he enjoys his weekends too. He enjoys, он наслаждается его уикендами также. His weekends too. He enjoys his weekends too. Как это более усложнить? His weekends are also pleasant. Можно вот так говорить. Его уикенды также приятные. His weekends are also pleasant. Pleasant, приятный. От слова pleasure, удовольствие. Теперь. He relishes the weekends as well. Это уже native английский. He relishes. Relish – это синоним к слову enjoy, наслаждаться. He relishes the weekends as well. Он наслаждается уикендами. As well означает также. Вот видим, у нас тут три синонима. To – также. Also – во втором варианте также. И as well в третьем варианте также. He relishes the weekends as well. Дальше у нас по истории. Получается, he often meets his friends. Он часто встречает своих друзей. He often, часто, meets his friends. Встречает своих друзей. Более усложним. He sees his friends occasionally. He sees, он встречается с ними. See не только видеть означает, но еще встречаться. He sees his friends occasionally. От времени к времени. Occasionally. Теперь более сложно. Every now and then he gathers with friends. Или with his friends. Можно и так. Every now and then he gathers with friends. Every now and then означает временами. He gathers with his friends. Он собирается с друзьями. Every now and then это уже более сложный английский. Означает временами. Дальше. He tries to save money for a new truck. Он пытается экономить деньги для новой грузовой машины. Truck это имеется в виду грузовая машина. He tries to save money for a new truck. Он пытается сохранить деньги для новой машины. Теперь, he uses his money wisely to buy a new truck. Вот это более сложно. He uses, он использует, his money, его деньги, wisely, мудро, to buy a new truck, чтобы купить новую грузовую машину. He uses his money wisely to buy a new truck. Теперь у нас advanced вариант. He lays aside some money. Он откладывает немного денег to get hold of a new truck. Чтобы get hold of, приобрести. Получается, еще раз. He lays aside, он ставит в сторону, в смысле откладывает. Some money, немного денег, to get hold of, чтобы приобрести, вот эта фраза целиком, to get hold of, приобрести, a new truck, новую грузовую машину. Ну и в конце, in reality, he is very clever. In reality, на самом деле, he is very clever, он очень умный, clever. Дальше. Indeed тоже означает на самом деле, чуть более intermediate версия. Indeed, he is smart. На самом деле он smart, умный. He is smart. А более сложно actually. Тоже означает, в действительности, на самом деле. Actually, he is the smart type. He is the smart type. Он умный тип, но в смысле это на русском не очень хорошо переводится. Он из умных, вот так, наверное. Actually, he is the smart type. На самом деле он из умных. So, this was George. Goodbye. Итак, это был George. Goodbye. So, итак, this was George. Ну, так легко. So, this was George. Goodbye. Пока.
Теперь более усложним. That's all about George. That's all. Это все о Джордже. That's all about George. Have a nice day. Приятного дня. That's all about George. Have a nice day. Вот это все о Джордже. Имейте хороший день или хорошего дня. Теперь advanced. Сложный вариант. We covered everything about George. We covered everything. Мы покрыли все. В смысле, мы поговорили уже обо всем. About George. Ну, в английском, в advanced английском, конечно, вместо слова about можно вместо a поставить apostrophe и писать about George. We covered everything about George. Take care. Take care. Ну, следите за собой или просто чувствуйте себя хорошо. Короче, это сложно перевести на русский. Просто так метод сказать до свидания более по advanced английскому. We covered everything about George. Take care. Итак, друзья, поставьте лайк, если еще не ставили. И обязательно подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного. Пишите свое мнение в комментариях. У нас будут выходить видео регулярно. Так что оставайтесь с каналом и учите английский. Также в прикрепленном комментарии будет ссылка на открытый телеграм-канал, где очень много интересных и хороших слов. Также викторин, где вы можете попробовать отвечать на вопросы и проверять свои знания английского. Также учить много нового. А я буду ждать вас на следующем уроке в нашем канале. See you later. Take care.